Вот такой аппетитный ужин у нас все получился. Посмотрите, какая прелесть. Свеженький салат, молодая картошка с чесночком и с укропом и в духовке запеченная курица с овощами. А если вы желаете узнать, как это сделать, оставайтесь на моем канале, я вам покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня на ужин я решил сделать нам в качестве гарнира молодую картошку сварить, поджарить ее в масле с чесночком и с укропом. И к этому в качестве мяса я решил взять куриные ножки, замариновать с овощами и все это зажарить в духовке. Это обалденно вкусный результат должен получиться. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Итак, здесь я уже вымыл картошку, залил ее водой, поставлю вариться, пускай варится. Также я взял большую миску здесь, и у меня уже куриные ножки здесь приготовленные. Что я вначале сделаю? Я вначале их немножко прорежу, чтобы хорошо замариновалось мясо. И кину туда в миску. Так, 3 надреза сделаю, чтобы маринад хорошо прошел туда тоже. Так. А также здесь у меня одно цукини или молодой кабачок. Сейчас я порежу. Так, по-крупному. И все отправляем сюда в миску. Я взял одну луковицу тоже. Мы по-крупному сейчас порежем. И отправим туда в миску. Здесь у меня 3 маленькой морковки, тоже вот так по-крупному порежу. Все добавляю на глаз и пользуюсь продуктами, что у меня дома. Всегда можно импровизировать, когда готовите. Так. Всю миску. Здесь у меня 3 маленьких болгарских перчика. Сейчас я порежу на четвертинки, прямо по-крупному. Вот так. Отправляем в миску. Все овощи, все у меня было уже приготовлено, все вымыто и вычищено, перед тем, как я стать готовить. И здесь у меня маленькие томаты, так как они есть, сразу я в миску отправляю. Итак, сюда еще добавлю теперь 1 ложку чайную аджики. Вот так. Будем горчицу французскую. Добавляю тимьян. Молотый перец. И майонез. Здесь банки есть немножко, сейчас это все израсходую. Сразу же говорю, все добавляю на глаз. Так. И немного подсолю. Смотрите, солью не переборщите, потому что майонез уже соленый и аджика соленая сам по себе. Так что только немножко соли. Лучше не досолить, чем пересолить. Взял 1 ложку и вот ложкой сейчас так перемешаю.
Так. И теперь все, сейчас возьму форму и все переложим все в одну форму. Итак, я взял одну форму. Сейчас мы пытаемся... Сейчас мясо в одну сторону положу, потому что я хочу, чтобы овощи были... Мясо накрывало овощи. У нас... Вот так. Сейчас накроем фольгой, но сразу же это в духовку не пойдет. Дадим где-то часок так помариноваться, и через час мы включим духовку, и там пойдет в духовку 180 градусов 45 минут под фольгой, 15 без фольги. К этому времени у меня картошка сварится, но сразу жарить картошку не буду, а картошку начну жарить, как останется полчаса до приготовления курицы. Так, главное, чтобы теперь курица у нас замариновалась. Итак, часок пускай маринуется, через час включим в духовку, и тогда это пойдет в духовку 180 градусов 45 минут под фольгой, 15 без фольги. Как картошка у меня сварится, мы сразу картошку жарить не буду, а начнем жарить полчаса до приготовления курицы. Тогда встретимся с вами. Итак, картошка у меня почти вскипела. Здесь у меня 3 больших зубчика чеснока. И также я добавлю немножечко розмаринчика. Это молодой розмарин, так что его можно хорошо так немножко порезать. Тоже хороший аромат картошки даст. Вот. И здесь у меня укроп уже приготовленный. Тоже сейчас порежем. Вот так. И теперь мы перейдем к нашей сковородке. Сюда сейчас я добавлю сливочное масло и также постное масло. Если вы постное масло не любите, иначе можно растительное масло. Растительное или постное масло добавляется сюда, чтобы сливочное масло не подгорало. Так, включаю газ под сковородкой. Сейчас это у нас немножко растопится, сковородка разогреется, и мы сюда добавим картошку. А сейчас картошку я отсижу. И сюда теперь можно добавить нашу картошку. Так равномерно, чтобы она лучше у нас жарилась со всех сторон. И помешивать будем. Чуть-чуть я подсолю теперь. Добавлю чеснок наш. Добавляю нашу зелень. Поставлю на маленький огонь сейчас. Накрою, пускай минут 5 так оно пожарится, и там можно выключить газ. И, конечно же, не забываем это все помешивать. Так, она сладкая, решил сделать рисовую кашу, я давно не делал, с изюмом. Так, все составляющие сюда добавляю на глаз. В кастрюльку я налил немного воды и до 3/4 молока доливаем. Так, этого достаточно. Сюда я теперь добавляю на глаз сахар. Если вы сладкое очень любите, побольше сахара, если не очень, то поменьше. Немножко соли для баланса. Добавляю масло. Вот так. И у меня здесь уже рис для рисовой каши.
Здесь в пачке у меня оставалось 250 грамм, как раз это будет достаточно на это количество молока, что у меня здесь, в кастрюле. Так что это сразу высыпаем сюда. Так. А изюм у меня тоже здесь готовый, он уже вымытый. Сразу его можно высыпать сюда, в кастрюлю, но мы в кастрюлю добавим, как у нас каша немножко загустеет. Теперь все это идет у нас на плитку. Так, включаю газ. И не забываем помешивать. И как закипит она, я еще попробую на количестве сахара, устраивает это меня или нет. Если нет, тогда я еще добавлю сахара. Итак, каша у меня хорошо кипит. Я переставил на маленькую конфорку и на маленьком газу сейчас. И теперь уже она становится жидкая, я проверил на сахар, мне все достаточно по вкусовым качествам. И теперь я сюда добавлю изюм. Пускай потихонечку так она кипит, варится, и минут через 10 можно будет выключать газ. К этому времени она еще загустеет. Так, и в качестве салата я сейчас решил порезать зелень. Вот такой у меня листья салата. Я сейчас вымою один этот и порежем, и сюда положим, и каждый все положит зелени много, сколько им хочется. Итак, листья салата мы вымыли. И миленько я так сейчас порежу. Сюда сейчас добавлю 1 ложку сметаны и совсем чуть-чуть сахара. Ложку сметаны. Вот так. Еще чуть-чуть. И совсем чуть-чуть сахара. И перемешаем сейчас это. Вот и достаточно, пускай теперь у нас настаивается. Вот такая аппетитная курица у нас вышла с духовки. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, повторяюсь, выпекала при 180 градусов 45 минут под фольгой и 15 минут без фольги. Вот такой результат. Смотрите, я, честно говоря, результатом очень доволен. Все это аппетитно выглядит. Курица, картошка, салатик. И на сладкое сделал кашу рисовую с изюмом. Итак, с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать на ужин или на обед, или на праздничный стол. Как раз идет молодая картошка. Самый раз ее приготовить методом, как я сделал, поджарить с чесночком, с укропчиком. А к этому я сделал еще курицу в духовке с овощами. Все это обалденно вкусно. Ну и, конечно, что-то такое свеженькое. Сделал салатик, просто листья салата в сметанном соусе или сметанной приправой. А на сладкое мне что-то захотелось рисовой каши с изюмом. Я там так давно это не делал. Я решил с ней сделать и с вами поделиться, показать, как я это делаю. Это видео сейчас заканчиваю. Моя семья садится за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите друг друга. Не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.